Привет! Я расскажу вам о 5 приемах, с которыми интервальное голодание работает быстрее. Номер 1 — калий. Калий — это важнейший микроэлемент, устраняющий проблемы с инсулином, которые приводят к набору веса, плохой памяти, ухудшению сердечно-сосудистой системы и так далее. Ради этого люди и соблюдают интервальное голодание. Если разобраться с инсулином, дело пойдет быстрее. Но ничего не получится, если калия недостаточно. В день нужно 4700 миллиграмм. Это много. Если вы не едите много зелени или не принимаете калий в виде добавки, у вас может не получиться достичь даже минимального уровня. Секрет того, чтобы дело пошло быстрее, именно в калии. Номер 2 — переедание. Многие люди, соблюдая интервальное голодание, едят 2 раза в день, так? И получается, что они едят слишком много, переедают. Ход мысли примерно таков: «О боже, следующий раз будет не скоро, съем-ка еще кусочек». Как будто им грозит голодная смерть. А на самом деле нужно окно. Вам нужно окно в 8 часов или даже в 4 часа. Это окно между 2 приемами пищи. Но важнее, допустим, у вас 4-часовое окно. Например, вы едите в полдень, а потом в 4. И вы просто никак не можете наесться. Калорий в этой еде вам недостаточно. Вот что можно сделать. Иногда я сам так делаю. Между полуднем и 4 часами, скажем, в 2 часа, я съедаю основную часть овощей и зелени. Так я успеваю переварить их до следующего приема пищи. Если сравнивать с другой едой, от зелени инсулин не подскочит так сильно. И я съедаю огромную порцию зелени посередине между приемами пищи. Так я не ем все сразу, но это все равно в пределах 4 часов. Главное, не переедайте, особенно жиров, иначе в желудке может возникнуть ощущение тяжести. Но поначалу, когда вы только переходите на эту диету, вам нужно будет есть немного больше жиров, пока не адаптируетесь настолько, что тело начнет перерабатывать собственный жир, и между приемами пищи вы будете держаться на нем, а не на жирах из рациона. Номер 3. Не торопитесь. Не начинайте интервальное голодание резко. Если проблемы с сахаром в крови, гипогликемия, вам будет туго, телу придется несладко. Начните с 3-разового питания без перекусов. Продолжайте в таком духе, пока не привыкнете. Потом ешьте 2 раза в день, пока не привыкнете к этому. И тогда уже сократите окно между 2 приемами пищи до 4 часов. Допустим, вы встали и поели в 10 утра, а следующий прием пищи у вас в 6. Привыкнув к такому режиму, сдвиньте ужин на 5 часов вечера, а первый прием пищи отодвигайте дальше, начинайте есть в 11 утра, а потом, наконец, в 12, а ужин в 4 часа. Так вы начнете уменьшать окно, интервал между приемами пищи и увеличите время голодания. Но делайте все это в своем темпе. Позвольте телу привыкнуть. Пусть оно само скажет: «Ладно, теперь можно голодать подольше». Не надо форсировать события. Ведь если у вас не получится, вы просто все бросите. Ведь у вас начнутся проблемы с сахаром в крови, а это значит больше стресса. Повысится кортизол, повысится инсулин. Номер 4. Больше сна. Вы замечали, что когда вы нервничаете или устали, чувство голода обычно сильнее. При недосыпе кортизол повышается на 50%, а из-за этого повысится инсулин, и вы перестанете сжигать жир. Так что нужно больше спать. Если хочется вздремнуть, на здоровье, но обязательно спите хотя бы 7-8 часов в день. Постарайтесь максимально понизить стресс. Подолгу гуляйте, это очень важно для сна. И последнее. Высокоинтенсивные интервальные тренировки. Здесь тренируется все тело. Тренировка очень интенсивная, с высоким пульсом, но короткая. А потом много отдыха. В описании ссылка с подробностями. Такие тренировки, если сочетать их с интервальным голоданием, повышают гормон роста, а тот способствует борьбе со старением, сжиганию жира, да всему. Главная тренировка должна быть очень интенсивная, но короткая и много отдыха. Занимайтесь 2 или 3 раза в неделю, или даже 1 раз. Обязательно как следует отдыхайте между тренировками. От этого все может пойти быстрее. Но занимайтесь сразу после последнего приема пищи, сразу перед ним или в окне между приемами пищи. Так вы не слишком снизите сахар в крови, в отличие от занятий рано утром на пустой желудок. Вот вам 5 способов повысить эффективность интервального голодания. И спасибо за просмотр.